Привет, Cover Project. Меня зовут Мила Узикова. Я приглашаю вас познакомиться с моим новым проектом. Это квартира в центре Москвы. Это не новый фонд, что не облегчило никому работу. Всегда удобно работать в свеженьком, ровненьком, вылитом бетоне, с большими окнами, когда ты пришел, ого, сделал, что хотел, и счастливый пошел дальше работать. Тут ситуация была гораздо сложнее. Это отчий дом, то есть заказчик там вырос. Он там жил с родителями, у него много хороших впечатлений, он хотел сохранить эту историю, но королевства было маловато, пришлось докупить соседнюю квартиру. Немножко расширились, это стала квартира площадью 200 метров. Сильно потрудились, чтобы их объединить, потому что, как я говорила уже, это старый фонд, там толстые стены, там все сделано так вот на века, и для объединения потребовалось сделать несколько силовых конструкций, скажем так. Мы там делали проемы в несущих стенах, усиляли, армировали, там прям целая история была с этим. Но самое сложное — это то, что нужно было все это согласовать. Мы совсем справились, не сразу, но справились. И вот таким образом заказчик получил себе какие-то новые, старые вот эти вот эмоции в большем объеме. Это не первый объект с этим заказчиком, это большое доверие, за что я очень благодарна. Он пришел как специалист, с которым он уже получил хороший опыт, чтобы ему помочь реализовать вот такую сложную задачу, потому что планировка достаточно понятная, в ней сильно каких-то телодвижений, кроме вот этого объединения и функциональных там зон, ничего не придумаешь. Но мне кажется, мы сделали максимум. Заказчик пришел, сказал: сделай мне классную гостиную, сделай мне классную мастер-зону. И что останется, придумай сама. Я очень трепетно отношусь к партнерам, с которыми я работаю на своих объектах. И одним из таких партнеров является компания HomeArt. На этом объекте они произвели полную комплектацию, и это не просто комплектация, это сопровождение премиального объекта от и до. От момента вообще начала запроса, вот есть проект, мы его отправили, ребятам, давайте работать, собирать. Дальше это встреча с заказчиком, это всегда такой трепетный момент, когда мы с образцами, с одними, со вторыми, а давайте на объекте посмотрим, давайте здесь, давайте там, на улице, где угодно. Как итог этого всего мероприятия, это законченный объект с надежным поставщиком, на которого всегда можно положиться, даже если требуется какое-то постгарантийное обслуживание. То есть это очень важно. Так как у нас изначально это 2 квартиры, у нас было 2 входа. Соответственно, мы рисовали разные варианты, как сделать таким образом, чтобы, входя, все было сразу при входе. Кухня, и гостиная, и гардеробная, и гостевой санузел. В данном случае это не совсем было реализуемо. Либо мы попадаем на мокрую зону, что категорически нельзя, да, либо нам мало места. Мне кажется, что у нас все получилось достаточно органично, но для того, чтобы пройти сквозь квартиру, нужно проделать там некий путь. Мы, когда попадаем в прихожую, самое классное, что мы видим, это окно. Потому что мы видим естественный свет, и это здорово. Но там дальше есть сразу за что зацепиться. Это, например, декоративное зеркало Кристофа Делькура. Это прям супер арт-объект в этом помещении. И как бы мы вот зашли, ах, и пошли. Это панно очень классно гармонирует с отделкой кухни. У нее тоже такой бронзовый финиш, поэтому они друг друга здорово поддерживают. Дальше мы попадаем, мы даже видим, то есть у нас почти нет дверей в общих пространствах. Мы когда заходим, мы сразу видим и кухню, и столовую, и следом там дальнейшее помещение.
В столовой очень красивая люстра аппаратус с этими своими шарами огромными, невероятная. И мы ее так прям вот максимально низко, насколько это возможно, повесили над столом Чикотти. И вот эта группа, она прям сразу работает. Она вся в эркере таком, архитектурно созданном изначально этим зданием. Но гармонично она вписалась, все хорошо получилось. Прям очень светлое такое добротное пространство. Из столовой мы попадаем в холл, он тоже двухсветный. Мы видим два окна со всех сторон. Из-за этого он не выглядит коридором, не выглядит там каким-то длинным пространством. Мы его спрятали в панели, то есть все двери у нас спрятаны. То есть там такая классическая кессонная отделка потолка и филеночки на стенах, но очень современного склада. У нас есть детская, есть гостевой санузел, постирочная спряталась, все самое важное, необходимое спрятано в этом холле. Пока мы идем в гостиную, мы можем попасть в детскую. У нас там совершенно потрясающие собаки-визионер живут. Это две мохнатые зверюшки, похожие на настоящих, очень прикольно выглядят. В процессе нашего ремонта хозяева квартиры стали молодыми родителями, и необходимость в детской, она там подтвердилась. В гостиную мы попадаем через вот этот вот двухсветный холл. Светлое большое пространство, больше 50 квадратов. Это как раз та самая квартира, которую мы присоединили, и множество помещений там объединили. В ней две зоны. В одной зоне мы смотрим телевизор, в другой зоне мы сидим у камина. Такое единственное правильное, на мой взгляд, решение, когда мы не соединяем эти две зоны ни в коем случае, и везде своя атмосфера. Вообще саму вот эту радиусную композицию мы собрали из нескольких элементов. Более того, очень здорово, заказчики гостеприимные, они часто делают какие-то мероприятия, и вот они хотели, чтобы у всех были разные зоны для там, какого-то интертеймента. Квартира имеет 4 санузла. Даже не знаю, с которого начать, все мои любимые. Я вообще большой любитель сантехнических комнат, и я бы сказала, ванных комнат. У нас один при входе, он служит таким гостевым санузлом, там такой классный мрамор, колоката виола, и весь он в дереве. Мы не стали его закатывать весь по традиции в камень. Там просто мраморная раковина красивая, смесители, немножко декоративного света и полная отделка ясенем. Дальше у нас есть гостевой санузел при гостиной. Это вообще такой арт-объект этой квартиры, потому что когда ты входишь на травяное панно, оно светится изнутри, на фоне у него висят зеркала. Санузел опять-таки почти весь в шпоне, мы не закатываем, не делаем каменные склепы, делаем такие ванные комнаты, которые очень уютные и имеют классную внутри атмосферу. Дальше у нас есть санузел, естественно, при детской комнате, светлое пространство такое очень живое и соответствует, в общем-то, самой детской комнате. Там у нас ванна, там у нас большая раковина Антонио Лупи, естественно, мастер-бедрум. Там у нас большой классный санузел из оникса, огромная душевая. Заказчикам не нужна была ванна. На самом деле это частое сейчас явление, что не всем нужна ванна. В ванну мы попадаем через гардеробную. Это вообще, мне кажется, самая правильная и удобная логистика, когда ты проснулся, зашел в гардероб, взял то, что тебе нужно, пошел, принял ванну, оделся и ушел. Попадая в спальню, вообще в мастер-блок, мы сначала попадаем в спальню. У нас вся такая в тканевых обоях, очень обволакивающая история. Большая кровать, софа для отдыха, очень прикольная консоль Ремодезио. Из спальни мы, естественно, попадаем в гардероб. У нас там остров, есть уголок принцессы. Мы сделали из оникса подсветкой столик косметический, круговая гардеробная вокруг этого острова и, соответственно, вход в санузел. Цветовая палитра проекта обусловлена не очень большими окнами изначально. Это старый фонд, у нас не было окон в пол и всех
удовольствий новостроек. По желаниям заказчика хочу светлое, большое, классное пространство. Но и при этом какие-то темные элементы, там, немножко дерева, немножко камня. Все это было одобрено и с большим удовольствием применено. Для каждого проекта, для каждой квартиры есть какая-то своя удачная история. Вот монохромная история, она для этого конкретно объекта подходила сразу. То есть мы как только начали заниматься отделкой, всем стало понятно, что да, это вот то самое. Если еще на этапе формирования были какие-то сомнения, то вот все, что мы нарисовали, мы все сделали, и все просто были очень довольны. Так как это старый фонд, естественно, там был старый подъезд, старый лифт, старый этаж. Мы все это снесли, сделали новую отделку этажа, поставили новую отделку лифтов. Всю входную группу, включая подъезд и входную группу с улицы, мы переделали и сделали так, чтобы это соответствовало этой квартире. Вот, все очень довольны, очень благодарны жильцу. Полный цикл доверия — это абсолютно бесценно. Когда тебе доверяют, ты не хочешь и не можешь ошибиться. Такой дзен между вами, который кому не хочется нарушать. Это важно и бесценно. Для меня это самое важное. Если до нашего ремонта они не планировали там жить, они планировали использовать эту квартиру на выходных, когда приезжают, там, я не знаю, в центр из области, сходить с ребенком в цирк, потому что квартира недалеко от цирка на Цветном, то сейчас речь идет уже о том, что они планируют там жить. И это бесценно, это говорит о том, что им там хорошо и нравится. Дом — это семья, и дом там, где тебя ждут, и туда, куда тебе хочется возвращаться. Тем, кто хотел бы обрести дом своей мечты, я бы рекомендовала не размениваться на мелочи, обращаться к профессионалам и делать сразу так, как ты хочешь по итогу. То есть не делать временную историю, не делать ошибок, потом доделаем. Вот это всегда потом, оно превращается в никогда. Поэтому доверять и выжимать по максимуму.